Всем огромный привет! Мне в срочном порядке понадобился чехол для ноутбука. Сейчас я его хочу быстренько сшить и заодно продемонстрирую, как я это делаю вам. Я заранее сделала лекало по размерам ноутбука, увеличив его на полсантиметра с каждой стороны. Мой размер чехла будет 33,5 на 24 сантиметра. Углы у лекала я закруглила, как и у ноутбука. Так как чехол для ноутбука должен не только предотвращать загрязнение и служить защитой от царапин, но еще и быть амортизатором, я выбрала ткань неопрен. И так как ткань довольно-таки толстая, для точности выкройки я делаю каждую деталь отдельно. На расстоянии 11,5 см от края с припусками я делаю пометки для притачивания молнии. Неопрен бывает разной толщины, и тот, который используют производители для чехлов, он толще, чем тот, который есть у меня. У меня ткань для одежды, а для чехлов используют неопрен, который идет на водолазные костюмы. Ну, я так думаю, я, конечно, могу и ошибаться. Но в любом случае он толще, поэтому я хочу усилить амортизационные свойства своей ткани. И вот что я придумала. Так как я тот еще Плюшкин, у меня сохранился упаковочный пакет то ли от какой-то техники, то ли еще от чего-то хрупкого. В общем, он достаточно упругий, но в то же время и очень тонкий. Он не придаст чехлу громоздкости. Эти детали я выкраиваю строго по контуру лекала, не даю припуски, так как не хочу увеличивать толщину швов чехла. Ну и, соответственно, боковушка мне тоже нужна без припусков 61 на 1,5. Соединять детали буду при помощи клея для поролона. Наношу его на уплотнитель очень тонким слоем. Клей очень капризный, работаю с ним очень быстро, не отвлекаясь и стараясь дважды по уже намазанному слою клей не наносить, так как он прилипает сам к себе и снимает первый слой. И переношу на неопрен, соединяю контуры. Легкими движениями слегка прижимаю уплотнитель по всей площади неопрена. Главное мне в этом деле не переусердствовать, сильно не нажимать на ткань, потому что, зная качество этого клея, если он проявится на лицевой стороне, то будут желтые пятна. Оставляю детали на несколько часов, чтобы клей успел подсохнуть. Мой чехол будет с подкладкой, поэтому повторяю все те же детали для подкладочной ткани. Ткань тонкая, поэтому основное лекало можно выкраивать смело в 2 слоя. Я перенесла метки, где будет начинаться и заканчиваться молния. Молния у нас пойдет по меньшей стороне, вот здесь. А вот здесь вот будет идти боковая деталь. Складываю детали лицом к лицу, отворачиваю припуск ткани на боковой детали и сметываю их. На боковой детали в уголочках ткань я рассекла. Вот таким образом выглядит уже приметанная боковушка. И таким же образом приметываю вторую основную деталь. Совмещаю обе детали, чтобы они не съезжали, и затем уже работаю с боковой деталью. Так как при выкройке всегда будут какие-то отклонения, прежде чем приметывать ниткой, я скалываю детали иголочками для того, чтобы не делать лишнюю работу. А припуски швов на уголках боковой детали рассекаю ножницами, чтобы детали легче соединялись и не получалось деформации.
Шью я 0,3 строчкой, вот она у меня на таблице на машинке. Это строчка для трикотажа, своеобразный такой зигзаг. Но если такой в арсенале в машинке вашей нет, но можно просто настроить обыкновенный зигзаг. Ну и также иголку на машинке я поменяла на стрейч. Так как мой упаковочный материал по своей структуре похож на кожзам или на кожу, он довольно-таки сложно продвигается машинкой, я поменяла лапку на машинке на тефлоновую. И все равно приходится немного помогать машинке руками. Следующим этапом я пришиваю молнию. Я перенесла контур основной детали на лицевую сторону чехла. Прикладываю молнию самым краешком к этому контуру. Детали складываю лицевой стороной друг к другу. Молния у меня потайная, но пришиваю я ее как обычную молнию. Почему я выбрала потайную, а не обычную? Потому что мне нравится ее минималистичный дизайн, и как она будет смотреться лаконично уже в готовом изделии. Для простоты и удобства работы молнию я купила длиннее, чем мне нужно. Чтобы убедиться в правильности наметки, сначала прикалываю молнию иголочками, а затем уже приметываю ее ниткой. Оставшиеся хвостики молнии заправляю внутрь чехла. Притачиваю молнию на машинке. Шью очень медленно, стараясь аккуратно прихватывать самый-самый краешек. На уголках очень аккуратно вывожу закругления. Для облегчения работы, чтобы мой упаковочный материал не прилипал и не тянулся за корпус машинки, я между ними подкладываю газету. После окончания работы газета очень легко и просто удаляется. Аналогичным образом пришиваю вторую половинку молнии. Ну вот я уже все прошила. Вот такой у меня получается вид. И у меня небольшая проблемка такая, так как ткань это довольно-таки толстая и упругая, то швы имеют такой неаккуратный вид. Я, конечно, попробую разгладить. Если бы я не давала уплотнение, я бы разгладила, и все было бы замечательно. Но так как я дала подкладку, она очень легко разрушается и сгорает при воздействии температуры высокой, то я буду разглаживать эти швы очень-очень аккуратно на двоечке. Посмотрим, что получится. После того, как я прогладила, гладила, еще раз повторю, на двоечке с паром, ситуация немного улучшилась, даже хорошо улучшилась. Чехол уже держит квадратную форму, дно уже не прогибается. В принципе, можно так оставить. Конечно, для более ровной формы можно было прострочить по периметру, но я не хочу этого делать, я хочу сохранить вот такой минималистичный, если можно так сказать, вид чехла. Обрезаю лишние припуски швов, оставляю где-то около полусантиметра, а на том промежутке, где пришита молния, чуть больше, до 1 сантиметра. Во всех уголочках делаю треугольные насечки. Такой прием позволит получить на лицевой стороне ровный шов без скопления ткани в уголочках. Чтобы усмирить припуск верха, чтобы он у меня не торчал вверх, а смотрел вниз, я прокладываю сейчас по всей длине этого припуска прямую строчку с максимально широким шагом.
Строчка в этом случае должна быть сплошной, не прерываться и по всему промежутку захватывать ткань без пропуска. Поэтому я в районе уголков работаю очень медленно и аккуратно. И немного припосаживаю по краю, чтобы уголочки немного завернулись. Ниточки фиксирую в этом положении, завязываю на узелок. Сшиваю детали подкладочной ткани аналогичным образом, как и чехол, но, естественно, только без молнии. При этом я не забываю поменять лапку и иголку на универсальные. И мне остается соединить два чехла вместе. Это можно сделать двумя способами. Можно одеть чехлы друг на друга лицом и прострочить припуски швов вдоль молнии на машинке, оставив небольшой разрыв, через который потом вывернуть чехлы. Или вдеть чехлы друг в друга изнанкой к изнанке и пришить их друг к другу вручную, как это сделала я. Ну вот так получилась изнаночная сторона чехла, вручную пришитая подкладочная ткань. Получилось довольно-таки аккуратно. Можно заметить, что край молнии идет небольшой волной. Так произошло из-за несоответствия плотности ткани чехла и тесьмы на молнии. Чтобы этого избежать, молнию надо покупать на стандартной плотной тесьме. Но я оббежала кучу магазинов в своем городе и не смогла найти такую. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Ну а в целом я своей работой довольна. Не придется теперь волноваться за ноутбук в дороге. И ради интереса я посчитала себе стоимость чехла, и мне он обошелся в $3,5. Чехол по размеру на ноут 13,3 дюйма. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал и оценивать видео. Всем творческих успехов и до новых идей!